Привет, меня зовут Елена, и я занимаюсь ткачеством уже 4 года. Мне это очень нравится. Больше всего я люблю ткать на табличках. Это ткачество называется у нас ткачество на дощечках, а за рубежом оно называется таблет-бейдинг. Поэтому сегодня вечером я сделаю полный обзор на то, как заправить и соткать полноценный узор со сложным рисунком. Схема для узора легче всего взять с интернета. Есть программы, в которых можно составлять узоры. Самая известная из программ – это программа GTT и сайт basilisk.org. У обеих программ есть свои преимущества и недостатки. Схема с сайта GTT выглядит вот так. И у нее есть блок с карточками, где показано, какой ниткой карточки заправлять и в каком направлении S или Z. И последовательность поворотов карточек. Схема сайта basilisk.org больше похожа вот на такую. Но в принципе, какую бы схему вы ни взяли, все равно у нее будет блок с карточками и последовательность действий. Если вы только начинаете ткать, не берите сразу за сложную схему. Возьмите схему, в которой не больше 14 табличек. И пряжу, которая не сильно махрится. Например, шерсть с акрилом. Пряжа продается вот в таких мотках. И перед заправкой лучше ее перемотать в маленький клубочек. Для того, чтобы сделать заправку, нам понадобится опора. Я использую вот такие F-струбцины, которые прикручиваю к столу. Заправлять будем заправкой по спирали. Это такой способ заправки, когда у нас нити непрерывно проходят через все карточки одновременно. Его преимущество заключается в том, что натяжение нитей получается одинаковое. Если я возьму один клубок, отрежу от него определенный кусок пряжи, отрежу от него снова кусок пряжи, вот эти вот отрезки, они всегда будут чуть-чуть разные по длине на самом деле, поскольку пряжа слегка пружинит, и особенно на большой длине это очень сильно заметно. Поэтому я беру всю стопку карточек и вот такой крючок или любую проволоку и продеваю всю пряжу через всю стопку карточек. Один из 4 клубочков кромочных краевых и сквозь все протягиваю нитку. У нас получилась вот такая конструкция, стопка карточек. Здесь вот хвостики завязаны и пряжа тянется, клубка. Для того, чтобы клубки у нас не катались по столу при разматывании, их лучше бросить в какую-нибудь корзинку или коробку. Хвостик крепим на одну из струбцин, снимаем первую краевую карточку и протягиваем пряжу сквозь все остальные. Одеваем вокруг второй струбцины и тянем дальше. Огибаем снова и возвращаемся в начало. Вот эта петля, длина вот этой петли будет равна длине изделия. За вычетом той пряжи, которая уйдет на усадку при скручивании. Это примерно 30%. И за вычетом того расстояния, на котором крутятся карточки. Это та пряжа, которая неизбежно уйдет в мусор, потому что при меньшем ближнем расстоянии карточку невозможно повернуть. Это обычно сантиметров 30-50, зависит от того, насколько крупные у вас карточки. Для маленьких карточек это расстояние меньше, соответственно. Снимаем следующую краевую карточку и делаем следующий оборот. С краевыми карточками все просто. У них 4 угла, они все заправлены одинаковой пряжей. А дальше надо следовать рисунку. Давайте подробнее посмотрим на схему. Вот этот столбик обозначает первую карточку. 2 угла у нее заправлены темной пряжей, 2 угла заправлены светлой пряжей. Следующие карточки. Первый угол заправлен черной пряжей, 2 угла заправлены светлой пряжей, еще один угол заправлен темной пряжей. Но если вторую карточку повернуть на один оборот, она превратится в первую карточку. То есть
эта карточка соответствует, все эти карточки соответствуют схеме. 2 темных угла, 2 светлых угла. Давайте нарисуем ее модель. Рисуем модель карточки. Один угол со светлой пряжей, один угол со светлой пряжей, следующий угол с темной пряжей и следующий угол с темной пряжей. Вот наша карточка. И вот так вот поворачиваясь, она будет работать. У нас будет появляться в узоре то белая, то темная пряжа. При этом, если мы можем сложить карточку так, чтобы у нас получилось зеркальное отображение половинок, зеркальное, то нам нет разницы, какой заправкой заправлять карточку, S или Z заправкой. Мы всегда ее сможем развернуть. Но, допустим, у нас появляется в узоре карточка с другим цветом. Вот этот угол у нас другого цвета. Такую карточку уже зеркально сложить не получится. Итак, сейчас нарисуем все варианты карточек, какие у нас возможны. Самый сложный незеркальный вариант карточек — это когда у нас все углы разные. То есть один угол одна пряжа, второй угол другая пряжа, третий угол у нас еще один цвет, и четвертый угол у нас еще один цвет. Видно, что ни одного симметричного положения здесь мы не найдем. Бывают симметричные положения, когда у нас две темных пряжи по диагонали расположены с двумя светлыми. Тогда у нас зеркальное положение вот такое. Или вот такое. Бывает у нас вот два угла напротив двух. И бывает у нас еще вот такой вариант, когда у нас один угол здесь, симметричный угол здесь. И здесь вот два угла вот такие. Вот такая карточка у нас тоже будет зеркальной, потому что вот так вот она отражается. Вот. Итак, у нас есть карточки, виды карточек. Вот такой симметричный. Вот такой симметричный. Вот такой абсолютно несимметричный. Вот такой несимметричный. И вот такой тоже симметричный. 5 видов возможностей для таблички с 4 углами заправить симметрично или несимметрично. Для этих карточек не имеет значения S или Z заправка, а для этих надо сразу правильно продевать углы, так чтобы карточка встала в свое положение, в S или в Z. Иначе мы не сможем ее перевернуть в качестве. Итак, продолжаем заправку нашу спиральную. У нас 2 краевых карточки заправлены, готовые. Дальше по схеме у нас начинаются карточки, заправленные 2 на 2. То есть 2 угла с темной пряжей, 2 угла со светлой пряжей. Поэтому я вот эти карточки смещаю вот сюда. У меня здесь вот лежит светлая пряжа. Я 2 из нитей обрезаю. 2 из темных нитей обрезаю. И вместо них привязываю желтую пряжу. К одной привязываю желтую пряжу. И ко второй привязываю желтую пряжу. Вот у меня хвостик обрезанный. Лучше привязывать его прямым узлом или ткаческим узлом, чтобы надежно, чтобы не развязался. Теперь продолжаю протягивать пряжу сквозь все карточки. При этом у меня до сих пор шла заправка. Все 4 нити были темного цвета, а здесь 2 нити темного, 2 светлого. То, что узелки немножко на разном расстоянии, это не важно на самом деле. Все равно у нас какие-то потери будут. Снимаю следующую карточку. Пошла карточка узора.
заправленная 2 на 2. Так, клубочки в корзинку, чтобы не путались. И продолжаем наматывать. Сделали оборот аккуратненько. Не забываем спустить карточку обязательно. Одну карточку. И делаем снова следующий оборот. Прошло некоторое количество времени. Мы заправили все карточки, бегая по кругу. У нас здесь вот уже такая солидная стопка. И вернулись к той ситуации, когда у нас карточки типа 2 светлых, 2 темных сменяются на краевые, где все 4 угла темные. Вот у меня 2 краевых карточки, я их смещаю опять сюда. Обрезаю опять желтую пряжу. И к каждому из хвостиков желтой пряжи подвязываю темную пряжу. К этому подвязываю. И к этому подвязываю. То есть до сих пор у нас шли карточки узора в центральной части, а дальше пойдут 2 краевые карточки. И протаскиваем. То есть у нас вот до сих пор шли 2 желтых, 2 красных. И дальше пойдут у нас, карточку спускаем, все одного цвета. Все, вот мы пришли к началу, и еще мне надо вот этот хвост дотянуть до полного оборота. Теперь я его немножко запасом обрезаю. Нахожу тот самый первый хвостик, к которому была прикреплена первая карточка, и связываю их вместе. У меня получилась заправка по спирали. Все нити проходят через все карточки, и при этом нити неразрывные. Такой способ заправки очень хорошо выравнивает натяжение между нитями. Потому что, когда заправляешь каждую карточку отдельно, особенно на станок, очень часто бывает такое, что с этого края натянул туже, с этого слабее, и полотно перекашивается. После того, как мы заправку сделали, я его вот так вот могу сдвинуть туда-сюда, для того, чтобы еще раз разровнять натяжение нитей, убрать все напряжения и выровнять. Сейчас мы вот эту стопку будем выстраивать по нашей схеме, для того, чтобы получился узор. Я хочу обратить ваше внимание на схему. Если вы используете схему из программы GTT, там есть одна засада. Дело в том, что автор программы Гундрам или Экхард Картц, он к карточкам сидел спиной. На самом деле он ткал кверх ногами, не вот так, а вот так. Поэтому все схемы, которые сделаны в программе GTT, они перевернуты. Но их все еще можно использовать. Стоит только перевернуть порядок следования углов. Если вы же используете любую другую схему, там обычно как карточки нарисованы, так она и используется. Так, теперь выстраиваем карточки. Вот у меня стопка карточек, вот схема. Сначала выстроим краевые карточки. Вот краевая карточка. Она ориентирована в Z. Заканчиваем. Следующая краевая в Z. Заканчиваем. Мне надо, чтобы краевые карточки смотрели друг на друга. Либо вот так, либо вот так. Для чего это? Потому что когда карточки смотрят навстречу вот так или вот так, они делают ровный край, похожий на косичку. Вот эти, значит, поставил как SZ. Чуть-чуть вперед смещу. Они готовы. Так, вот этот край сейчас тоже поставлю SZ. S. Z. Z. Вот у меня будут ровные края, краевые таблички. Их убираю. Теперь у меня вот это основной блок карточек. У меня в схеме сказано, что они все ориентированы как Z. Поэтому мне надо их поставить вот так, все, Z. Поскольку у меня карточки все симметричные, 2 черных нитки, 2 белых, при кольцевой заправке я не особо заботилась
о том, чтобы стягивать карточку как S или как Z. Вот эта карточка S была, повернем. Вот это вот тоже S, повернем. Z, 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 Z. Вот. У меня сейчас в стопке все карточки развернуты вот так. То есть Z, как и в схеме. Теперь, поскольку эта схема составлена в программе GTT, то у меня передний угол находится вот здесь внизу. То есть первая слева карточка и первый угол у меня находится вот здесь. Первая карточка слева, вот она слева. Первый угол у меня находится внизу. Следующий угол у меня находится вот здесь. Следующий угол у меня находится вот здесь и вот здесь. То есть при повороте карточки вперед, вот эта карточка у меня отпечатает один темный угол, один темный угол, один светлый угол, один светлый угол. И вернется в свое исходное положение. Я смотрю на схему. Карточка стоит ровно как мне надо. Один темный угол, один темный угол, один светлый угол, один светлый угол. Вторая карточка должна отпечатать один темный угол, два светлых угла и один темный угол. Вот моя вторая карточка. Вот она. У нее есть темный угол. Я его ставлю вперед. Но следующий угол у меня опять темный. Значит, мне еще раз надо его повернуть. Вот. Теперь у меня будет отпечатан один темный угол, один светлый угол. То есть я вот по этому краю карточек, по этому углу выставляю все, как у меня здесь по первому ряду. Домиком SZ, чтобы у нас был ровный край. Нитки в них пряжа одинаковая. Все карточки перевернули так, чтобы сверху были две темных нити, снизу две светлые нити. И все карточки поставили в положение Z, как это указано на схеме. Теперь будем выстраивать вот эти вот косые череды карточек. Значит, у нас в первой карточке сначала идут два темных угла, потом два светлых угла. В следующей карточке один темный угол, два светлых угла. В следующей карточке два светлых угла, два темных угла. В следующей карточке снова светлый угол, два темных угла, светлый угол. Нижний угол — это тот угол, который находится у нас впереди. Потому что при повороте карточки вперед она отпечатывает сначала первым углом. Получается темный пиксель. Еще один темный пиксель вперед. Потом светлый пиксель, светлый пиксель. То есть первая карточка у нас стоит вот так. Два темных угла. Вот они, два темных угла. Следующая карточка у нас должна отпечатать только один темный пиксель. То есть она стоит вот так. Один темный пиксель, и потом пойдет белый пиксель. Вот он, темный пиксель, белый, белый, темный. При этом, значит, если я посмотрю на карточку, у этой два темных угла сверху, у этой два темных угла впереди, значит, у следующей карточки два темных угла будут внизу. Внизу. И у следующей, соответственно, два темных угла будут уже не внизу, а смотреть на нас. И так они по схеме двигаются. Смотрим. Два сверху, два впереди, два темных угла внизу, два смотрят на нас, два сверху, два темных угла впереди, два темных угла внизу и два смотрят на нас. И снова два сверху, и все. Вот, у нас последняя краевая карточка вот эта. Два темных угла сверху. Вот я проверяю на смене. На схеме два темных угла сверху. То есть это они первыми печатают. Вот темный, темный. Теперь я карточки выровняю в стопочку. Возьму зубочистки. И пробую провернуть всю нашу конструкцию. Закладываю зубочистку в зев. И проворачиваю. Оп. Проворачиваем. Первый ряд.
Следующая зубочистка. Второй ряд. Третий. Все карточки вперед. Так, четвертый. Вот у меня получилось 4 зубочистки. И если я все делаю правильно, у меня должен в точности отпечататься вот этот блок карточек. То есть вот эти диагонали ровненькие, вот они у меня здесь есть. Если у меня в заправке допущена ошибка, скажем, карточки стоят не в позиции Z, а в S, картинка у меня будет похожа вот на такую шахматную ерунду. Вот. Выровняли. И теперь дальше мы пойдем по узору. Вот у нас схема поворотов. Первый ряд. Я уже возьму ток. Заложу его в зев. Вот сюда. Вот. 4 зубочистки тестовых прошло. Вот у меня блок карточек отпечатан. Теперь я краевые поворачиваю всегда вперед. Сразу поворачиваю их и смещаю на пол корпуса вперед карточки, чтобы отметить, что они уже повернуты. 3 карточки с правой стороны из узора мне надо повернуть вперед, 3 назад и 1, 2, 3, 6, 7 карточек тоже вперед. 3 вперед, 3 назад, 7 вперед. Те карточки, которые смещены у меня чуть-чуть вперед, я их поворачиваю вперед. Те, что назад, назад. Я их так и оставляю, потому что в следующем ряду у нас будет повторение. Так. Первый ряд закрепку делаем. Хвостик утка налево, весь уток направо. Так, делаем второй ряд. Он точно такой же, как первый. То есть 3 карточки назад, остальные все вперед. Вот, теперь я их уже могу выровнять. Оп. Оп. Хвостик сюда. Уток навстречу. 2 ряда. Следующий ряд набираю 2 вперед, 3 тоже вперед, 4 назад, остальные все вперед. Маленький хвостик утка пропускаю между нитями вниз, чтобы его потом срезать. Уток идет направо. 4-й ряд точно такой же, как 3-й. Эти назад. Остальные карточки вперед. Вперед. Ровно. Если мы все сделали правильно, у нас должны получаться похожие элементы, как в начале схемы. То есть я прям по схеме смотрю, что у меня здесь вот 2 карточки черные и 2 белые. Вот они здесь у меня в качестве. После зубочистки у меня идут 2 карточки черные и 2 белые. На самом деле, если научиться сверять вот этот отпечатанный рисунок с вот этой схемой, они очень похожи, тут качество упрощается. Так. Еще 4 ряда сейчас сделаем, чтобы проявился совсем узор. Так. Краевые вперед, краевые вперед. 5 карточек вперед с правой стороны. 1, 2 и 3. Вперед. 4 назад. 1, 2 и 4. Остальные вперед.
Если у нас как-то так получилось, что мы случайно повернули не те карточки, например, вместо узорных карточек посчитали с краевыми, то есть повернули не вот так, 2 вперед и 3 вперед, а повернули только 2 краевых. У нас в узоре будет сбой. Как исправлять такие сбои? Легче всего откатиться по схеме, несколько рядов назад сделать. Для этого надо освободить уток. То есть вот мы навертели что-то там, да, видим, что у нас узор сбился. Идет здесь вот желтый пошел, а здесь должен идти черный. Не то идет. Нам надо освободить уток. Вот если я вот так вот веду его, он зажат пряжей. И я смотрю в зев и по одной карточке поворачиваю так, чтобы вот нитка освободилась. Следующую карточку беру. Пряжа вот так вот, 2 сверху, 2 снизу, между ними уток. Вот он свободно лежит. Освободилась. Следующую карточку. Иногда я помню, что я сколько-то карточек повернул вперед, значит, мне надо их прокрутить назад, вернуть в исходную позицию. После того, как я найду ошибку в своем повороте, у меня уток перестанет заклинивать. Он полностью выйдет направо. Поначалу это кажется очень сложным, но на самом деле это реально сделать. Есть и более радикальный способ исправлять ошибки. Начать все заново. Для этого, чтобы не потерять время, можно раздвинуть вот эти ряды, разрезать уток между ними ножницами, вытащить все, выровнять карточки и стартануть заново. Так, а вот эту карточку я вращала не назад, а вперед. Здесь надо подумать, так сделать, чтобы он освобождался. Вот так. Так. Еще одна. Назад. Я хочу обратить ваше внимание на оборот карточка. Вот, допустим, сейчас у меня зев открыт, я вкладываю в него зубочистку в качестве утка, чтобы не было видно. Вот эта карточка одна, смотрим только на нее. Если я ее поверну вперед на один раз, у меня здесь получается скрещивание нитей влево. Вот я опять возвращаю в открытую позицию, когда зубочистка свободно лежит. И если я ее поверну назад один раз, у меня получается скрещивание нитей вправо. Вот это место очень многое вам подскажет, когда вы будете ориентироваться по схеме. Иногда бывает так, что сделаешь ошибку, вперед проткал 2 сантиметра, а назад откатываешься несколько часов, чтобы ошибку исправить. Поэтому, если вы видите, что косяк какой-то, не думайте, что оно само потом как-нибудь исправится. Надо, чем раньше, тем лучше откатиться назад. Если вас отвлекли, и вы потерялись, где вы в схеме, не помните, какой ряд вы делали, это можно восстановить по вот этому узору. Вот смотрите, у нас сейчас 2 краевых карточки стоят. И следующая карточка в положении вот таком, 2 дырки кверху. Значит, что она успела отпечатать здесь 1 темный пиксель. Я ищу на схеме, где у меня косая черта и 1 темный пиксель справа. Это вот 5-й ряд, потому что следующие 2 пикселя у меня белые. Вот они, следующие 2 белые. И по вот этим вот краевым рядам, где они сходятся, очень удобно смотреть на самом деле. По каким-то тонким элементам рисунка. Вот если вот есть пик, то будет одна желтая карточка, одинокая. Вот, у меня в данном случае вот темная карточка справа, это 5-й ряд. Я вставляю вот 5-й ряд. Значит, мне надо проделать либо 5-й ряд, либо 6-й. Сейчас я попробую его аккуратненько набрать и повернуть. 2 краевых всегда у меня вперед идут. Так, 5 карточек вперед, 4 назад, 4 вперед. Это по схеме у нас 6-й ряд так выглядит. Вот я подбиваю и смотрю, что у меня получилось. У меня здесь получилось, что 2 пикселя темных, 2 белых.
Значит, мы здесь двинулись вот на 6-й ряд. 2 пикселя темных, 2 белых. Диагональ у меня не нарушается, все нормально. Значит, можно смело дальше проложить уток и ткать дальше. Скажу еще по поводу краевых карточек. Когда мы их крутим, краевые лучше крутить всегда вперед, чтобы у нас край всегда был вот елочкой аккуратной. Но когда мы их крутим, у нас скручивание вот этих вот жгутов краевых происходит больше, чем все полотно. И они начинают постепенно к середине, к концу качества стягивать все. Чтобы этого не происходило, надо в середине работы сменить вращение с вращения вперед на вращение назад. Но иногда бывает такое, что вот мозг привыкает вертеть вперед, и в схеме там начинается то вперед, то назад, то крутил, то забыл. Чтобы этого не делать, я вместо того, чтобы сменить вращение вперед, я меняю ориентацию карточек. То есть перекидываю их вот так и продолжаю их крутить вперед, но при этом жгут у меня будет раскручиваться, а здесь домик поменяется с такого вот на такой. И в принципе все будет нормально. Вот. Но это надо делать ближе к середине работы или как-то менять четвертями. Вот так. После того, как мы уже проделали некоторое количество рядов, я могу убрать уже зубочистки, вытащить их просто в бок. И по мере продвигания качества я буду его вот так протягивать. Но будет уходить, здесь ткаться, а тут будут поступать новые пряжи. Вот. После окончания качества вот эти хвостики при соединении утка, они срезаются вот так. Вот. И, допустим, я доткала до конца работы и хочу ее заканчивать. Если вам вдруг понадобилось снять качество со станка, будьте осторожны, потому что когда пряжу снимаешь с опоры, она пружинит и соскакивает. При этом таблички очень сильно путаются. Так, предположим, что мы доткали до конца и сейчас хотим заканчивать. У нас вот уток смотрит справа. Для этого, чтобы закончить, вместе с утком, вдев, я прокладываю петельку пряжи, делаю оборот карточек. Уток у меня идет в ряд. Делаю еще один оборот карточек. Уток у меня идет обратно. А потом хвостик утка я протягиваю в петельку. И вместе с петелькой сквозь предыдущий ряд качества на другую сторону. У меня получается, что уток прошел через предыдущий ряд. После этого я уток могу срезать, и оно уже при срезании не будет распускаться. Здесь у меня пример разной пряжи. Вот этот один и тот же узор, здесь он сделан пряжей полушерсть, метрический номер 2,6, а здесь он сделан пряжей ирис фабрики Кирова. Количество карточек и все повороты в точности одни и те же, но просто из-за разного калибра пряжи у нас получается разный узор. И здесь у меня для того, чтобы ширина ленты была ровной, сделан вот такой бумажный бегунок. Когда я затягиваю ряд, я поддвигаю его и меряю ширину, чтобы у меня ширина изделия была по всей длине постоянной. То есть я беру бумажный скотч, делаю полоску вокруг качества, заклеиваю, закрепляю и потом тку и двигаю вперед-назад, чтобы проверять ширину изделия. Это очень удобно. Ткачество на дощечках очень разнообразный, но сложный вид рукоделия. Поэтому, если с первого раза не получилось, не отчаивайтесь. Надо просто отложить и попробовать еще раз. Пробуйте сначала на простых узорах, на ромбиках, на стрелочках, а потом уже сможете делать и сложные схемы. Я буду рада, если вы напишите мне какие-то отзывы, вопросы и комментарии. С вами была Елена из мастерской на Заваленке. Пока.